Всем привет, с вами Таня Птерис. В этом видео я хочу рассказать о том, как открыть машинный формат с распознаванием контуров объектов и свойств в программе Welcome. Время от времени возникает потребность внести изменения в готовые дизайны в машинном формате. Конечно, лучше работать с рабочим форматом, но такая возможность есть у нас не всегда. И именно для этого мы будем использовать функцию распознавания, которая конвертирует машинный формат в рабочий. Но для начала я поясню, что такое рабочий, что такое машинный формат. Для тех, кто с этим сталкивается впервые. Итак, рабочие форматы содержат у нас полный набор информации о дизайне в одном файле. Это у нас контуры и настройки объектов, машинные функции, цвета нитей, сводная информация и даже исходное растровое изображение. То есть, если мы в рабочем формате возьмем какой-то объект, мы видим его контур, мы можем посмотреть параметры и настройки нашего объекта, можем менять цвет, можем менять плотность, можем менять виды заполнения. И только рабочие форматы можно правильно масштабировать, трансформировать, менять форму и настройки объектов. То есть мы можем полностью поменять размер, виды застилов и стежковые эффекты. Рабочим форматом для программы Welcome является формат EMB. Ну а для передачи файла в вышивальную машину нам нужно наш рабочий файл экспортировать в машинный формат. То есть вот экспорт машинного файла, либо комбинация клавиш Shift-E. И здесь мы можем выбрать соответствующий формат, который соответствует нашей вышивальной машинке, и сохранить его. Рабочие форматы вышивальных программ вышивальные машинки не распознают. Каждая машинка работает со своим вышивальным форматом, поэтому у нас при конвертации, вот здесь вот экспорт машинного файла, очень много всяких разных форматов, ну и видно, какая машинка, какой формат использует, если вы подзабыли это. И давайте сейчас разберем обратную операцию, но на конкретном примере. Итак, у меня для наглядности файл с очень простыми объектами. Это объект с заполнением татами, объект сложной формы с флорентийским эффектом, объект с программной разбивкой, объект колонкой C, колонка C с рваным краем и колонка C с татами с разделительной линией. Такой вот выглядит как косичка. Я уже этот файл конвертировала в машинный формат. И у нас в списке объектов 3 объекта комплексного заполнения и 3 объекта колонка C. То есть самые-самые простые объекты. Итак, давайте сейчас попробуем обратную операцию. Откроем наш файл с распознаванием стежков. Для этого нам нужно выбрать меню «Файл» и выбрать «Открыть дизайн». В списке объектов нам нужно выбрать все файлы, либо тот конкретный формат, с которым вы работаете. То есть, если вы знаете, что у вас, допустим, здесь лежит в этой папке ваш файл в формате там, GIF или WP3, вы выбираете соответствующий формат. Ну, можно выбрать все файлы, и у нас будут видны файлы. Вот он мой файл, сохраненный в машинный формат. Здесь есть опция «Параметры». 2 чекбокса, которые можно отмечать. По умолчанию отмечен нижний чекбокс «Автосоединители». Давайте откроем и посмотрим. Итак, открылся файл, но у нас все в мануальных стежках. Значок мануальных стежков. И если мы нажмем клавишу H на клавиатуре «Режим редактирования», мы увидим, что объект состоит исключительно из проколов. Это то, что соответствует машинному формату. Изменения вносить в подобный файл достаточно сложно. Это надо редактировать каждую точку прокола, чтобы изменить форму нашего объекта. И теперь откроем тот же файл и включим распознавание объекта и контуры. При конвертировании машинного формата в рабочий формат с
функции распознавания объектов и контуров, программа Welcome будет считывать данные стежок за стежком в соответствии с точками проколов иглы. И программа будет распознавать типы стежков, параметры интервала и длины, стежковые эффекты и может даже определить контуры объектов. Давайте откроем этот файл с распознаванием. Как вы видите, теперь у нас в списке объектов появились объекты. Есть и объекты мануальных стежков, есть и объекты строчкой, есть и объекты с определенным заполнением. Самый простой объект у нас разложился на объекты настила, то есть объект строчкой. Объект настила, вот он у нас в параметрах, в исходнике. Укрепление строчка по краю и укрепление зигзаг. Вот он у нас и разложился. И наше заполнение то же самое, которое было у исходного объекта. Дальше смотрим. Объект сложной формы. Тут уже все намного проблематичнее. У нас разделился объект на много частей. В принципе, если постараться, можно все это отредактировать. Но сделать это будет намного сложнее. Объект с программной разбивкой у нас из комплексного заполнения превратился в объект колонкой. Настил также у нас отделился. И вот посмотрите, это у нас теперь в списке объектов колонка. Видны направляющие и есть пользовательская разбивка. Объект колонкой сработал так же, как и объект колонкой, но у нас появилось другое количество референсных точек. Наш объект выглядит так. Это была колонка С, он превратился в колонку А. Та же ситуация с объектом с рваным краем, но посмотрите, как здесь определился контур объекта. Отодвинем настилы и посмотрим контур. Видите, контур у этого, у исходного объекта был ровным, а уже у объекта конвертированного он выглядит несколько иначе. За счет рваного края внутренний край выглядит вот так вот деформированно. То есть программа его пересчитала, но все-таки несколько по-своему. И если мы отключим рваный край, у нас по внутреннему краю уже неровная линия. Но все-таки мы уже можем редактировать наш объект. Ну, например, поменять сторону направления рваного края. И объект с заполнением татами и разделительной линии у нас превратился в сатин с пользовательской разбивкой. И объект колонка С превратился в колонку А. Конечно, это не идеальное распознавание. Такое распознавание работает, видите, на самых простых, на самых примитивных объектах, вот как простая форма и ровный объект. Если мы будем работать с распознаванием сложных объектов, например, художественная вышивка, давайте откроем. Для распознавания сложных объектов в программе нужно намного больше времени. И вот что мы имеем в итоге. То есть программа некоторые объекты, она разделила на объекты строчка, хотя в исходнике это было комплексное заполнение. Я делала этот дизайн, я просто знаю. А основная масса объектов это все-таки мануальные стежки. Есть небольшие участки с заполненными объектами, но это какие-то совсем небольшие. Кое-что, конечно, можно поменять, но сделать это будет достаточно сложно на таком большом и сложном объекте. Итак, вот таким образом работает функция распознавания в программе Welcome. С ее помощью мы можем открывать машинные форматы и конвертировать их в рабочий файл, и, если повезет, даже вносить некоторые изменения.
Ну, а если вы хотите вносить какие-то глобальные изменения в ваши дизайны, это лучше все-таки делать с исходным рабочим форматом, где у вас есть все объекты и видны все настройки, и все можно изменить и переработать под ваши конкретные проекты. А непосредственно созданию дизайна в программе Welcome, работе с инструментами, грамотному применению настроек и грамотной технологии создания дизайнов посвящен курс создания дизайна в программе Welcome. Кто надумал учиться, добро пожаловать. С вами была Таня Терес. Все, пока-пока.